Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомитовод и обязательно прожимай колокольчик. Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит. И сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks. Сегодня у нас на обзоре немецкая ПТ-САУ, проходная прокачиваемая ветка Яг Пантера, да, 7-го левела. Вот такой вот интересный бутузик. Вот, какая толстая пушка. У нас сегодня полноценный гайд по этой машине. Давайте вместе разбираться, что почем. И сначала пойдем поглядим бронирование Яг Пантера. Погнали. Итак, вот наша Яг Пантера Collision модель. Так, корпус у нас 80 мм НЛД. Так, стоп, 50 мм НЛД, 70 там в приведенке. Правильно поставили? Правильно, да, 70 приведенки, ну брони нет. Верхняя часть рубки у нас плита 80 мм, приведенки 123 снизу, 143 сверху. Маска орудия невероятно крепкая, 300. Есть, конечно, места по 200, да, по 200, но есть вот и 300, и 260. Вокруг маски 730, это вот эти вот щели, заманы их назовем, там по 650, но есть и щелочки по 126, вот здесь. Вот это вот крышка вокруг орудия, маски орудия у нас 200, 225, 227. Короче, все, что связано с орудием и вокруг маски, самой маской, есть уязвимые зоны, они настолько узенькие, в основной массе, как для 7-го левела, броня неплохая. Есть у нас такой крючок 30 мм. Бортовая броня нам не интересна, потому что танковать на ней не получится, у нас просто не хватит углов горизонтальной наводки. Делаем вывод, что это за ПТ-САУ. Это не штурмовая, это чисто кустовая ПТ-шка, потому что основная часть брони у нас, ну, по сути, для 7-го уровня картон. Картон, да. Так, броню поглядели, выяснили, кустовая ПТ-САУ, 100%, не штурмовая. Типа написано универсальная, но броня не позволит ей быть, на мой взгляд, универсальной ПТ-шкой. Давайте смотреть основные модули. Предлагается нам целая куча пушек. Стартуете вы на пушке 6-го уровня, хотя ПТ-шка 7-го, да, и на этой пушечке с альфой 135 играть невозможно, поэтому заходите на эту ПТ-шку и скачайте ветку со свободным опытом, чтобы прокачать вот эту замечательную хотя бы 7-го уровня пушку с альфой 220. С нее вы уже можете начинать качать дальше свою ПТ-шку и дойдете вот до этой. Пакель 52, 320 альфа, 8,2 секунды время заряжания, да, 0,34 точность, неплохая точность, очень комфортное время сведения 1,7 секунды, ДПМ общий 2300. Вот, по МПТ нам же ЛТ будет передавать данные о местонахождении врагов, поэтому качайте обязательно топовую рацию. 710 на топе, на стойке у нас дальней связи 310, то есть здесь более чем в 2 раза. Вот, по поводу двигателя, ПТ-шка медленная. И чтобы менять позиции и занимать в начале боя выгодные позиции, все-таки нужно прокачать двигатель. Даст вам как минимум процентов 10 подвижности. Ну и ходовая 32 градуса скорость поворота, здесь у нас 30, лишним не будет. По полевой модернизации я еще не качал, ну давайте с вами вместе поглядим. Мы поняли, у нас кустовая ПТ-САУ, скорость поворота ходовой, важный момент. Прочность и сохранение набранной скорости. Рекомендую поставить вот это, быстрее ворочаться. Нам скорость набранная, ну прям точно не нужна. Мы все-таки не штурмовая ПТ. Теперь здесь скорость сведения. Ну, смотрим, у нас сведение и так комфортное, 1,71, а вот точность нужно улучшать. Ставим отстройку параллакса. Так, и здесь у нас незаметности после выстрела к обзору. Ставим настройку эжектора. Мы кустовая ПТ-САУ. По оборудованию. В основной слот, дающий дополнительный буст на огневую мощь 100%, всегда ставим досылатель. Рекомендую сюда ставить улучшенный прицел и рекомендую ставить сюда стереотрубы.
Вот. Зачем стереотрубы? Затем, что мы, кустовая ПТшка, должны сами себе светить, как в начале, в середине, так и в конце боя, если уж тем более ваша команда будет проигрывать. Вот. По снарядам основной у нас ББХ, бронепробитие 200, и как для 7 уровня неплохо. А вот голда у нас подкол с бронепробитием 244. Вполне себе вменяемые. Так, а скорость полета снаряда здесь у нас 950, нормально. 1188 на голде, вообще шикарно. Немецкие пушки, что тут говорить. По снаряжению ремка, аптечка, огнетушитель. Я экипаж поставил с гриля 15-го. Вот, не стал переобучать, тратить голду, нафиг мне это надо. Поставил шоколадку, чтобы минимизировать, так сказать, потери от непереобученного экипажа. Перки, у нас здесь 5 членов экипажа, вы сейчас видите на таблице, вперед качайте. По УВН на пушке у нас более-менее минус 8. По ХП у нас 850, стандартный параметр для кустовых ПТшек. Мобильность 55 вперед, 12 назад, 15 лошадей на тонну. Едет, не сказать, что быстро, но перемещается, назовем это так. Неподвижной машины незаметность у нас 25-48, движение 16-89. Но у меня не вкачан перк, а нет вкачан у командира, кстати, здесь вкачан. Ну, такая незаметность у нас. По обзору у нас 432 метра у меня, потому что еще 35 штраф, так был бы на стереотрубах 467. Ого-го, неплохо. По плюсам и минусам этой ПТшки. ПТшка в принципе-то небольшая на самом деле. Площадь передней вот за этих скосов у нее не огромная, и это плюс. По подвижности в принципе плюс, учитывая, что максимал у нее вообще 55, да, ну, блин. Не, она реально едет. По пушке УВН есть, пробитие на пушке есть, точность шикарная. Ну, хорошая сочная альфа, тоже плюс. По незаметности, ну, у всех ПТшек плюс, и это не исключение, по обзору тоже. Получается, у нас хромает только броня. Ну, кустовая ПТ САУ. Предлагаю отправляться в бой, давайте поглядим, как играется Як Пантера современным рендером. Погнали. Итак, попали на Париж. У нас обзор боем ПТ САУ немецкий 7 уровня, проходная прокачиваемая ветка Як Пантер 7 левела наш ПТ САУ. Сейчас мы ее будем тестить. Мы попали, единственное, конечно, к 8 и к 9. Мы внизу списка, да, внизу. Т-95. Там сколько интересных товарищей. ЛТшек 2, да. Покончим с ними! Они повсюду! Враг на подходе. Так, Один с есть. артой расправились. А тут что, будет еще кто выезжать, нет? Никто не хочет. Никто не хочет. Глянь, никто не светится. Попрятались. Какой-то дурдом происходит на зеленке. Эх, чарфуту. Чик.
пока там на зеленке все заняты. Враг уже близко. Шрам останется загляденье. Враги под Хорошо пошло. Миленько. Да я оружие массового поражения. Меня задели. Враг уже близко. Поаккуратнее там. Пес, а? Берегись вражеской На техники. меня едет. У меня этих жалко железяк. Дорогие Вот друзья, отличная была. 1431 против восьмерок, девяток. Уже поехал настреливать, других вариантов не видел. Но, по сути, все равно это кустовая ПТшка, конечно. Но ради того, чтобы настрелять, когда идет победа вашей команды, приходится упарываться. Ничего тут не поделаешь. Но благодаря пушке против 8 уровней пробивать и играть все на ней можно, да. Можно. 703 за Хелкатом, не стыдно ему, за маленьким-то. Давай, давай, убегай. Оп, красавчик. Только не врежься. Оп. Беги, 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 беги. Еще налево. Не догонит. Все, убежал. Вот это блеск. Все, 703. Будешь знать, как охотиться за малышами. Все, победа. Что можно сказать за эту ПТ-САУ? Ну, обычная кустовая ПТ-САУ. Без каких-либо супер преимуществ, потому что имба брони у нас нету. Вот. Ну, по пушке неплохая. По незаметности, ну, как и большинство ПТ-САУ. Но прям что-то на ней прям ехать и одному против всех воевать, ну нет. Это не про Ягпантера. Не про Ягпантеру. Вот. Поэтому, ну, обычная ПТшка. Ничего особенного. Но думаю, что вот прям многие скажут: блин, да уже давно на эти ПТ-САУ стереотрубы никто не ставит. Не ставьте, играйте. Но в нашей игре очень много боев сливных, когда ваши союзники сольются, и на вас поедет куча танков. А стоя где-нибудь в кустиках, в засаде, вы сможете заранее высвечивать на стереотрубах ваших врагов. Вот. Прицел вам добавит точности вашей пушки. Ну, досылатель само собой. Поэтому, ну, ребята, как-то так. По пятибалльной системе 4 с минусом, либо 3 с плюсом. Она не метовая, это ПТшка, а самая обычная. Ставьте лайкосы, подписывайтесь на канал. А я вам говорю, до скорых встреч. Пока. Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик.